Приветствую вас, жители Земли! Сегодня я вам расскажу про полноценную экшен-ММО-РПГ без автобоя по достаточно известной серии художественных произведений «Мастера меча онлайн», или кратко САО. Называется игра Sword Art Online Integral Factor. Скачать ее можно пока что только в азиатском плеймаркете Cool.Up, ссылку оставлю в описании. Игра на английском и не требует VPN. Качество шрифтов неплохое, но на моем телефоне мелковато выглядит и читать не всегда удобно. Также хочу отметить ее сильное энергопотребление. С высокой настройкой графики за 40 минут съела 40% заряда на Honor 9 обычный. Вконтакте есть достаточно активное сообщество и гайды на русском. Для тех, кто не знаком с историей САО, расскажу кратко. Есть ММО-РПГ виртуальной реальности, и в первый же день игры один из ее создателей запирает там игроков с условием, что они должны пройти все 100 этажей башни и таким образом пройти игру, и тогда она закончится, и все смогут выйти из игры. В самой игре сейчас добавили только 12 этаж, так что вы еще можете успеть приобщиться к великому. По сюжету начало нашей игры берет в последнем дне бета-теста игры, а потом мы оказываемся в первом дне, когда всех заперли. Сюжет подается в виде визуальной новеллы с минимальным японским озвучиванием. Бои очень динамичные и есть ощущение настоящего экшена. В редакторе персонажа, к сожалению, не очень много причесок и одежды, так что трудно будет что-то подходящее сделать и не напороться потом на двойника. Хотя, если вы фанат, то можно сделать и персонажа игры. Нам дают спутника и партнера, милую девушку Кохару. Ее можно назвать как угодно, а потом менять имя сколько угодно раз в процессе игры, которая будет с нами всю игру. И проводят достаточно долгое обучение. Учат, как драться, использовать скиллы. Здесь это называется Skill Records, записи умений. И тот самый элемент гача, на который тратятся алмазики. Рассказывают про создание брони в воркшопе и оружия у кузнеца. Чуть позже можно будет крафтить еще предметы и аватары. Это косметические предметы. Еще насчет Кохару. Этого спутника дают на случай, если вы соло-игрок. Вы можете давать ей любое оружие, ставить ей скилл-рекордсы, а также одевать ее в свои же аватары, чтобы она ходила в симпатичных костюмчиках. Но если вы вступаете в группу пати, то она уходит и появляется снова, когда вы выходите из пати. Также рекомендую как можно быстрее найти гильдию. Чем выше уровень гильдии, тем более лакомые бонусы она дает, такие как повышенное получение опыта, шанс выпадения предметов и так далее. Также у каждой гильдии есть своя комната, в которой можно брать ежедневные гильдийские квесты и ходить на рейдового босса. С боссов выпадают куски для крафта аватарных предметов, как минимум. У игрока есть два набора оружия, между которыми вполне удобно переключаться. У спутника только одно оружие. Также есть уровень владения разными типами оружия. Чем больше пользуетесь оружием, тем больше уровень владения им. Также уровень владения оружием можно прокачать предметами и выучить различные умения на увеличение урона, крита, атаки и защиты, увеличение урона после сайдстепа и прочее, и прочее. Оружие бывает трех типов урона: и режущее, колющее и тупое. Обозначаются они вполне удобными иконками, и когда у вас оно экипировано, то показывает, какого типа урона это оружие. Также Skill Records даже на режущем оружии может быть со свойством колющего. К чему я это рассказываю? К тому, что у каждого монстра есть слабость к тому или иному типу атаки, и также к некоторым стихийным элементам, которые присутствуют на Skill Records. Посмотреть на слабости противника можно на той же строчке, что и имя противника. Эти Skill Records можно будет прокачивать в дальнейшем. А так как это гача-элемент, то они бывают разной редкости, что показывается звездами. Skill Records можно повышать уровень, чтобы они били сильнее или накладывали положительные эффекты подольше и получше. Выглядят они как персонажи оригинального произведения, исполняющие навык. Помимо просто САО есть и из других игр: Альфхейм Онлайн, Гангейл и из алисизации. Что же в итоге? Полноценное аниме-экшен-ММО-РПГ понравится любителям данного жанра, даже если они не фанаты Sword Art Online. Динамичные бои, возможность варьировать типы вооружения персонажа, интересные квесты и сюжет. Активное сообщество, как англоязычное, так и русское, позволят вам насладиться игрой по полной. Также, если начнете играть прямо сейчас, есть шанс успеть до 31 января на события по увеличению опыта. Пока-пока!